Сегодня готовим так называемое корейское тако, а точнее это я так это назвала, потому что оно мне это напоминает. Мучные блины с начинкой мы с вами будем делать, и первое, с чего начнем, так это с блинного теста. Нам нужна будет совершенно обычная пшеничная мука, 225 грамм, это в расчете от 17 до 34 блинов, в зависимости от того, насколько тонкие вы их будете делать. И также вода 200 миллилитров. Мы заливаем и все вместе хорошо перемешиваем, конечно же, разбивая все комочки до однородной массы. И затем можно этого не делать, но лучше все-таки сделать. Тесто должно получиться жидкое, как блинное тесто. Мы его пропускаем через сито. Делаем мы это для того, чтобы оно было более мягким и текстура была нежная и однородная. Удобно пользоваться при этом спатулой. Пропустив тесто вот таким вот образом через сито, мы его накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут. Если вы торопитесь, то этот момент можно опустить. Теперь займемся начинкой. Вообще можно использовать совершенно абсолютно любой набор овощей. В данном случае, в моем случае, зеленый перец чили 1 штука, можно 2, можно 3, в зависимости от того, насколько острый вы любите. Затем я использую морковь, 1/3 моркови, паприка хорошо, кстати, сюда идет, но у меня ее нету. 2 дольки чеснока нам будут нужны, и зеленый лук 2-3 пера, в зависимости от того, насколько они большие, и шампиньоны или любые другие грибы, где-то 3-4 штуки. И также половина луковицы, большой луковицы у меня половина, и кабачок, 1 целый кабачок, но от него мы будем использовать только кожуру. Напоминаю, овощи могут быть любые. Первое, что я делаю, это измельчаю чеснок. Делаем это любым удобным вам образом. Затем нарезаем зеленый лук тонкими кольцами. Количество лука зависит от того, насколько вы его любите. Зеленый перец чили мы разрезаем вдоль напополам и затем удаляем из перца чили все семена. Удобно делать это чайной или кофейной ложкой. И затем нарезаем перец чили на тонкие полоски, где-то приблизительно в 5 сантиметров длиной. Затем нарезаем лук тонкими полукольцами. Важно, чтобы длина и толщина всех нарезаемых овощей была приблизительно одинаковая. Затем мы тонко нарезаем грибы, нарезаем их в зависимости от того, какая у них форма, может получится нарезать и полосками. И также нарезаем морковь тонкими полосками. Нарезаем это любым удобным вам способом, овощем. Как мы поступаем с кабачком? Кабачок мы разрезаем на куски в 5 сантиметров длиной и затем срезаем с кабачка кожуру. И после этого эту кожуру мы нарезаем тонкими полосками. Используем только кожуру, потому что сам кабачок по себе очень водянистый. Куриное филе в моем случае я использую, а так можно взять любое мясо, свинина или говядина, какое вам нравится, 200 грамм. Я его немного подморозила, чтобы его было проще нарезать. И нарезаю мясо тонкими полосками, но относительно тонкими, чуть толще, чем овощи. То обратите внимание на толщину, может быть где-то пол сантиметра. Теперь нам нужно немного поперчить черный молотый перец, добавляем в наше мясо, и также немного посолить, буквально 2 щепотки соли добавляем, и мирин, рисовое вино, 1 столовая ложка я тоже добавляю, если этого нет, то можно это пропустить. Все это теперь я хорошо перемешиваю и отставляю пока в сторону. Займемся блинами. Растительное масло, его можно добавлять в процессе жарки, где-то 1-2 столовые ложки может у вас уйти. Мы распределяем масло при помощи кухонного бумажного
полотенце по поверхности сковороды. Вот у меня такая для панкейков сковорода. На ней делаю, можно и на обычной сковороде, просто будет труднее. И мы делаем блины небольшие в диаметре, используя на один блин 1 или 2 столовые ложки. Делаем их как можно более тоньше и, как я и говорила, небольшие в диаметре, маленькие блины. Их мы готовим с обеих сторон на слабом огне. Мы их не поджариваем, они должны быть белого цвета, но они должны быть пропечься. Затем готовые блины мы перекладываем куда-нибудь и должны их остудить. Не кладите блины сразу друг на друга, они прилипнут. Положите их, пока они будут остывать, друг от друга отдельно. Теперь займемся начинкой. Мы кладем на сковороду зеленый лук и чеснок и заливаем туда растительное масло 5 столовых ложек. После этого включаем огонь. Нагреваем масло вместе с чесноком и луком. На среднем огне все время помешивая, мы готовим это до явного запаха чеснока и зеленого лука. И тогда мы закладываем красный молотый перец чили 1 столовую ложку. Продолжаем готовить на среднем огне, все время помешивая, делая масло чили. Когда масло впитает весь перец, то мы закладываем мясо, нарезанное и подготовленное, и продолжаем готовить это на среднем огне, все время помешивая, где-то в общей сложности 3 минуты. Мясо у нас должно поменять цвет и уже наполовину быть готовым. Также оно должно пропитаться соусом. После этого, после 3 минут, мы закладываем все подготовленные и нарезанные овощи. Хорошо это все перемешиваем и продолжаем все время помешивая, готовить на среднем огне 1 минуту. Удобно делать это вот так вот 2 ложками, лично мне. Потом мы добавляем с вами соевый соус 2 столовые ложки. Если есть устричный соус, тоже можно 1 столовую ложку добавить. И также сахар в объеме 1 столовой ложки. Можно заменить на сироп, если сахар вы не употребляете. И все это хорошо перемешиваем и добавляем немного черного молотого перца. По вкусу перемешиваем это и продолжаем готовить на среднем огне. Все время помешивая до готовности уже всех ингредиентов, грибов, овощей и мяса. Когда у нас блины остынут, то их можно будет сложить друг на друга в стопку. Как я и говорила, если вы их сложите еще горячими, то они просто-напросто друг к другу прилипнут. А начинку мы перед подачей к столу посыпаем обжаренными кунжутными семенами. Буквально щепотка нам будет с вами нужна. И как это, собственно говоря, едят. В эти самые мучные блинчики мы с вами заворачиваем нашу начинку. Кладем кому сколько хочется, конечно, лучше положить как можно больше, так будет вкуснее. И вот таким вот образом можно, вообще, конечно же, в Корее все это делать азиатскими палочками. Я просто, мне сейчас было удобнее вам показывать, делать это рукой. И наслаждаемся нашим вкуснейшим блюдом. Кстати, оно очень сытное, и его, вот этого самого по себе блюда и какого-нибудь супа будет достаточно для обеда. Для вечеринок и праздников тоже подойдет, например, такого стола, где каждый сам себе набирает все, что он хочет. Ну, надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, и приятного вам аппетита!